Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Июнь. События на пороге. События с первых дней месяца. Знаки судьбы. И я делаю несколько раньше этот расклад, и вот по какой причине, скорее всего, события мая месяца. И доброй энергии, кстати, вторая половина мая и весь июнь. Так вот, события конца мая и июня будут увязаны воедино. Вряд ли мы тут сможем провести какую-то четкую грань или демаркационную линию. Почему? А потому что, скорее всего, тут вы какие-то выводы делаете. Для вас, мои дорогие весы, это такой знаковый месяц июнь, когда, как и время важных решений, может быть, решение это сделать кому-то совершенно непросто. Вот я такое допускаю. Для вас это время перезагрузки. Но тут, наверное, увидеть, что есть по факту. Вот от этого оттолкнуться нужно. Это в целом, если мы говорим по энергетике. И это когда мы что-то делаем очень правильно. Может быть, и проясняем. А может быть, и глаза у нас открылись. Давайте узнаем подсказки карт. А я, не останавливаясь подробно на этих энергиях, хочу вас пригласить на свой сайт. У меня опубликован на сайте астрологический именно прогноз для всех знаков зодиака. И вот прочитайте ваш знак зодиака. Я думаю, подсказок будет больше. Все же у каждого свои задачи. Правда, мы все с вами разные. А есть также еще одна статья «События до конца 2025 года», потому что, на мой взгляд, два знаковых месяца. Июнь в добрых энергиях, а вот месяц июль. Здесь не потому, что там что-то недоброе, да нет. Но в июле месяце планета Урана, мы знаем, что это всегда планета таких революционных инноваций. Она войдет на время в знак зодиака Близнецы. И для нас может сложиться июнь и июль. Какая-то основная концепция, куда мы будем двигаться в последующие годы. Но не останавливаясь, оставлю ссылки в описании под видео. Мы же с вами будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы размышляем вместе, предполагаем и допускаем развитие альтернативных событий. Итак, события на пороге. События с первых дней месяца. 3 карты и 3 знака судьбы. Что важно знать или нужно услышать, принять во внимание. Второй знак судьбы и третий. Перемешаем. Что придет? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться, что не упустить нужно? И чего опасаться, чтобы себе не навредить? Итак, что же там за события на пороге? Ух ты. Ну вот, правда, прочитайте мою статью. Действительно, что-то заканчивается. И 13-й аркан, надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. Это карта трансформации. Когда мы что-то делали или шли куда-то, но теперь понимаем бессмысленность чего-то. Или, может быть, нам что-то и дорого, любимо, но тем не менее, вот не все зависит от наших желаний. Но чаще всего это тут путь наверх или вперед, когда есть еще в нашей душе, знаете, и сомнения, или переживания по поводу каких-то прежних историй, может, и отношений у кого-то по работе, но выводы, вот время выводов, оно приходит, и мы понимаем, что прежние какие-то, может быть, как и отношения, или наше отношение к чему-то нас удерживает, как в тисках, словно в тюрьме, или как создает для нас какие-то барьеры. И вот пришло время с этим проститься. То, что не служит вашему прогрессу, то, что невозможно продолжать. И, может быть, даже бы очень бы хотелось, а вот для кого-то это, знаете, как обманутые надежды. Все же я должна эту не самую популярную фразу сказать, но это правда по 13-му аркану. Иными словами, вот эта трансформация, она часто связана, и я привожу пример. Представьте, что вы садите зернышко в землю в надежде получить богатый урожай. И прежде чем маленький росточек, который находится внутри зерна, он словно в спящем состоянии. Вот прежде чем он будет пробиваться к солнцу, к свету, твердая оболочка, которая долгое время служила панцирем,
предохранителем каким-то, она должна быть разрушена. Иначе она его теперь уже не охраняет, а она сковывает. И вот как раз разрушение этой оболочки символизирует 13-й старший аркан. Да, потом какое-то время нам придется словно идти в темноте, прежде чем мы достигнем как поверхности Земли, если мы на примере ростка. И поэтому вы будете что-то пробовать, исследовать непознанное или исследовать неизвестную Землю без карты. И правда, для вашего знака зодиака на 2025 год может быть много поездок, переездов. Вы сами можете тут что-то резко изменить. Но самое главное, не застрять в том панцире, который вас уже теперь не охраняет, а служит вам каким-то ограничением. Сделать свое желание, намерение, цель, как чем-то основополагающим, к чему вы идете. И вот эти барьеры просто-напросто снести, для того, чтобы вас ничто не ставило как в какие-то рамки или, может быть, не заключало в кандалы. Пришло время рациональных решений, и пришло время самому себе сказать правду. Вот сказала бы так, вот такие события на пороге. И это старший аркан, мои дорогие весы. У кого-то, понятно, это может проиграться в личной жизни какая-то история, может быть, и по работе это где-то. И вы, скорее всего, уже в мае месяце знали, к чему все идет. Вот правда. Вы предполагали где-то. Но, может быть, еще были какие-то надежды. Но, видимо, в июне тут все расставляется по местам. Где-то вам обстоятельства помогают. Может быть, и люди какие-то вердикты выносят. И вы, в зависимости от этого, будете принимать важное решение. Но, по сути, что-то завершается. Пытается от вас тоже оттолкнуться. Отпускайте, мои дорогие. Вам отсюда только вперед. События с первых дней месяца. Ну вот, наверное, какая-то история будет продолжаться. Именно та история, которая была затянута сверх всякой меры. Это вы могли себя ощущать словно в рамках, я об этом говорила. Вот эта двойка жезлов. Мы словно ходили между этими двумя жезлами. Мы не могли на что-то решиться. Или нас словно держали, как заложников. Заложниками были, может быть, обещаний чьих-то или каких-то сложных отношений, двойственной ситуации или того, что, ну, мы тоже было обещано, да, мы где-то надеялись, а оно не произошло. Мы где-то теряли время, самое главное. И вот теперь, видимо, еще мы говорим про первые дни месяца. Какая-то ситуация, позвольте ей проясниться. И вам будет дан какой-то период июня месяца для того, чтобы вы все расставили по местам. И в последующем эта двойка жезлов перешла в тройку, как уже в карту будущего. Но еще какой-то период вы должны разобраться. И 13-й аркан, если мы говорим о завершении. Здесь ведь не значит, что мы что-то прямо крушим, ломаем, мои дорогие весы. Будем реалистами, я всегда говорю об этом. Потому что здесь даже отношения, но они могут трансформироваться и перейти на какой-то новый этап. К примеру, была одна какая-то история, а здесь, ну, может быть, как взаимодействие остается, но в новом ключе. Или вы хотели менять работу, а здесь и на работе, на вашей, по месту вашей службы тоже происходят перемены, и вы понимаете, да, это уже не прежнее какое-то качество, качество уже будет новое, но есть еще некоторые позиции, которые вам нужно прояснить или соблюсти то, что по закону прописано, да, или с чем-то разобраться, сыграть в чем-то последний аккорд, или расставить все по местам, навести порядок, по сути дела, в собственной жизни. Поэтому первые дни июня месяца как раз вот с этим совсем и будут связаны. 3 знака судьбы. Первый знак судьбы – туз кубков. Вот что-то завершается, правда, отпускайте. Если даже вы хотите трансформировать, ну так, в общем, скажем, отношения, какую-то историю любви, здесь не все будет зависеть только от вашего желания. Тут будет важно, нам, как знак судьбы, говорит карта, что был взаимный энергообмен. Это не когда вы только, да, соглашаетесь на видение определенного человека ситуации, или
Что он готов или она готова продолжать, в каком контексте. Нет, тут нельзя себе наступить на горло. Собственной песни имеется в виду. А вот именно вот этот взаимный энергообмен должен быть, как и по работе, как и по личной жизни. Так как-то и по финансам тут должно быть все грамотно. Почему, мои дорогие? Знак судьбы. Ты должен быть счастливым. Вот и так. Или счастливой. Здесь добрые энергии пытаются для вас где-то, может быть, смягчить вот этот момент перехода. И, знаете, вдохновиться словно своими собственными идеями. Вспомните о своей мечте. Может быть, даже если у кого-то прежняя история, меня смотрят люди из разных стран, и действительно вот этот 13-й старший аркан был как свидетельство о той истории, которая, может быть, и в отношениях, когда что-то закончилось. Может быть, и по дому, по месту вашего жительства, пребывания. Но значит, это будет переведено в какой-то совершенно новый формат. Значит, если даже человек, может быть, в силу непреодолимых событий, которые случились, ушел буквально из жизни, у кого-то и так, может быть, проигрывается. Это прежняя какая-то история. А мы еще мысленно, душевно где-то, то, как переживания наши, да, воспоминания у нас сохраняются в нашей ментальности, то тут тоже здесь и это пытается от вас оттолкнуться, потому что тогда на пороге новая история любви. Тогда все равно это счастье в каком-то новом ключе нужно отстроить. Надеюсь, вы меня понимаете, потому что какова бы ни была отправная точка вашего маршрута, которая может где-то свидетельствовать по 13-му аркану сложные эмоции внутри, но все равно на пороге уже счастливое будущее. И как с этим взаимодействовать? Что мы оставим для себя? Что мы с собой возьмем в будущее? Вот вам такие вопросы придется решать. Но для кого-то это история любви. И вы очень сильны. Мои дорогие девочки, весы, вы будете очень притягательны. Безусловно, карта силы, опять же, старший аркан. Это вы, словно магнит, можете притягивать знаки внимания, вообще с вами может захотеться дружить или захотят вас узнать поближе. Правда, прочитайте статью, там по-разному. И для тех, кто один или одна, это время мощных таких эмоций, которые касаются именно нашей личной жизни, истории, может быть, любви. И здесь важно не запутаться. Все же старший аркан говорит именно сила. Да, тут есть и сила эмоций, но тут и сила разумных решений, потому что лев, да, это где-то наше эго. Здесь могут вам говорить комплименты, но важно не замечтаться. Или вам могут льстить буквально, но опять же, провести параллели, где правда, а где ложь. Мои дорогие мужчины, для вас, может быть, есть такая женщина, которая очень притягательна, и вы хотите быть с ней. И тогда не пытайтесь ее переделать на свой лад, потому что это достаточно сильный человек. Может быть, даже если на какой-то период она с вами согласится, она все равно идет своим путем. У нее есть свои планы. Это такая, знаете, многогранная личность, для которой будет очень важно самовыражение. Ну и для всех, мои дорогие весы, все-таки это время, месяц вашей силы. Но это еще и карта дипломатии, которая говорит провести как ваши важные согласования, важные договоренности. Если необходимо помириться, но помни, что должен быть взаимный энергообмен. То есть не только вы должны хотеть помириться или найти взаимопонимание, а с другой стороны человек должен тоже находиться в этих энергиях. И если прежде был конфликт по пустяку, или мы друг друга не поняли, тут будет важно уметь смотреть в одном направлении. Мы встречаемся совершенно разные личности, и мы будем иметь совершенно разные взгляды на жизнь, наши мироощущения. Но от того, как мы сумеем договориться, от этого будет зависеть какой-то тандем. Поэтому дипломатами быть стоит, но доброй энергии. Это правда. А у кого-то такое притяжение неземное конкретному человеку может проигрываться по этой карте. И это тоже как знак судьбы. Держи где-то баланс. Об этом говорит карта. Как раз по вашей части. Но здесь вам словно высшие силы помогают. Посмотрите, туз кубков, туз пентаклей. Два лучших туза, доброе время. Но его надо как-то очень красиво переложить в какую-то последующую концепцию, не потерять времени.
Не думать в июне, что ну все, я могу расслабиться. Вот ни разу. Нет. Поэтому и карта сила. Карта сила — это еще и карта мужества, мудрых решений. Вот что-то подобное у вас происходит вот как знаки судьбы. Не упусти это доброе время, чтобы отстроить совершенно иное качество жизни. И это пентакли, чувства и деньги. Какие-то правильные параллели, знаки судьбы, именно об этом вам придется проводить. Может быть, все соединить в красивый узор, мои дорогие весы. И работу, и прибыль или доход, да, ну и личную историю, или выйти из одиночества. У кого-то и так. Идем с вами дальше. Что придет? Рыцарь Пентаклей едет медленно. Один из самых медленных рыцарей. Что придет? Вам нужно учитывать, что вы должны какую-то ситуацию детализировать. Видеть ее не в общем, а разложить на мелкие пункты. И потом каждый мелкий пункт как будто перепроверить. У кого-то это может касаться напрямую конкретного вопроса, который будет связан с документами. И вот это, если мы говорим какая-то ступенчатость или детализация, значит каждую деталь проверить в отдельности, как работает закон. Или если я поступлю так, что меня ждет, а если я поступлю другим каким-то образом, чего мне тогда ждать, да? Вот где-то вот эта продуманность и неторопливость, что придет, разумные действия по этому аркану. А еще мы учимся, поэтому будьте готовы учиться, и это очень символично. 13-й аркан завершается какая-то словно ваша одна из страниц жизни. Нам следует перевернуть, новую страницу открыть и, может быть, что-то написать с чистого листа. Но как и учиться нужно, но так и себя буквально беречь. И вот эта детализация, когда мы наш, например, план минимум составляем, конкретно тезис, или план максимум, к чему мы хотим, чего мы хотим достичь. А вот эти короткие пункты мы должны для себя максимально прояснять. Здесь что-то строится не на эмоциях, мои дорогие, а на рационализме, детализации, повторяюсь, и одновременно прибыль, деньги, материальные какие-то блага. И это то, что к вам приходит. Ну, какая-то, может быть, и перезагрузка. По рыцарю Пентаклей мы точно не хотим себе помешать. Хотя, я должна сказать, если есть какая-то финансовая брешь, когда выпадает рыцарь Пентаклей в вашем окружении, мои дорогие весы, есть тот человек, который вам придет на помощь. Или какая-то патовая ситуация, возможно, ну, может быть, и не настолько патовая, но вы не знаете, как поступить. Кто-то может помочь добрым советом. Есть какая-то персона, которой нужно прислушаться. Понятно, принимать решения вы будете сами, но какое-то доброе взаимодействие приходит на ваш порог, буквально, мои дорогие весы, поэтому будьте внимательны. И здесь может касаться, знаете, именно вопросы заработка или работы, продолжения вашего творчества. И мы не можем от этого отказаться. Если мы отказываемся, мы не сумеем вот перейти словно в будущее, потому что вы можете видеть, мы все разные, правда, и все равно стереотип мышления, он на нас давит, вот как ни крути, правда. И мы часто отказываемся от каких-то новых предложений, потому что нам кажется, это что за ерунда вообще, да, а тут на самом деле может выглядеть что-то серо, так, знаете, невзрачно, а это будет начало какого-то вашего прогресса, вашего фурора, может быть и так, вашей известности, популярности или перезагрузка творческого проекта, почему нет, как возможность новых заработков. Будьте внимательны, мои дорогие, что уйдет. Сама по себе идея. Восторг, да. Всегда по пажу жезлов это, знаете, огонь. Ну или та идея, которая к нам пришла, она еще в такой сырой форме, что нам с этим делать непонятно. Но это нас так вот прямо заводит словно, да, или нам хочется это продолжать. Так вот, что уходит? Вы тут пересмотрите свои идеи, направления, намерения, цели, может быть, отчасти и обучение. Учились или учили один язык, а тут вы понимаете, какая-то конфигурация вокруг вашей персоны или жизни для вас, как возможности складывается, нужно срочно учить другой язык. Я как вариант, альтернативный, просто чтобы быть правильно поняты. И мы быстрее переключаемся на что-то другое, потому что паш это есть сама по себе идея, но, знаете, еще такие
действия конкретные мы не предпринимаем. Во-первых, не знаем, как подступиться. Во-вторых, Паш, это еще какое-то начало. Это еще, по сути дела, действия не начались. А по рыцарю это все-таки действие, это прогресс, да. Он не быстрый, он не молниеносный, он не с места в карьер. А это такие продуманные, аккуратные действия. И уходит какая-то прежняя, может быть, как и цель, или желание, или какой-то проект. Вы видите, что нет смысла. Меня это держит словно в рамках. Вот они, эти две рамки, точнее, рамка одна, но вот эти барьеры или ограничения, когда надо идти вперед, вы где-то интуитивно это можете чувствовать. А даже если какой-то огонь, да, прежде горел по отношению, какой-то темы, которая вам и была интересна, а тут вы понимаете, а сколько об этом не думай, прогресса я не вижу. И поэтому вы будете перекладывать что-то в реальную плоскость и отталкиваться от того, что может быть продолжено. Или, кстати, по этой карте это марафонский забег для кого-то. Даже перемена творчества вашего какого-то в личном хобби, тут тоже может быть как и монетизация, или вторичный доход, вы можете изучать что-то, или вы начнете думать на далекий период времени, прокладывая для себя какую-то более стабильную финансовую дорогу. Как вы можете зарабатывать, может быть, из любой точки мира, может быть и так, что-то изучать. Вы практиками становитесь. И это вам помогает. Меньше разочаровывающих эмоций. Мои дорогие весы, вам даже отказаться будет от чего-то проще, потому что оно уже не цепляет. И отболело, и отгорело, и уже не имеет значения. Это здорово на самом деле. Может быть, раньше держала словно вот в этих тисках, а теперь нет, да и ладно, иду дальше. Что же будет продолжаться? С элементом новизны. Все то, что будет служить вашему прогрессу, где-то внимание. По нулевому аркану перезагрузка. Но мы не должны, знаете, как оступиться. Поэтому все же нулевой аркан называется еще и дурак. Да? Вот какую-то глупость вы не должны совершить. Правильные действия. Но, знаете, не должно быть восторженности. Все же вот эти самые сильные эмоции, как восторг, возможности. Кстати, достаточно сил всегда по нулевому аркану. Вот это будет продолжаться, безусловно. Для кого-то будет продолжаться как возможность переезда, поездки или как новые возможности по работе. Может быть, все то, что я уже где-то говорила, да, с элементом новизны связаны. Но все-таки шут идет, под ноги не смотрит. И поэтому, а иногда даже добрые эмоции, они нам мешают. Они иногда надевают на нас розовые очки, поэтому не замечтаться для вас будет важно. Но и поэтому вот в эта концепция на длительный период времени. И я иногда называю карту «Рыцарь Пентаклей» как марафонский забег. Так вот, мои дорогие, что будет продолжено? Помните, наверное, что жизнь – это не спринт. Никто придет раньше. Это марафонский забег. И вот так однозначно вам говорят карты. То есть не торопись к какому-то сиюминутному успеху. Лучше более надежно разложи, детализируй, и тогда для тебя прогресс как будто обеспечен. Будь внимателен к тому, что говорят люди, или к тому, что тебе предлагают. Но сейчас у тебя действительно идет какая-то трансформация. И это будет еще продолжено. Но есть пока на начало, как минимум июня, те вопросы, которых ты должен разобраться или прояснить. Следующая карта. Чем не соблазняться? Не притягивайте из прошлого то, что пытается от вас оттолкнуться. Это карта 20-го старшего аркана и страшный суд. Не соблазняйтесь, знаете, какой-то прошлой историей, даже, к примеру, мои дорогие. И я приведу пример, а вы переложите на свою жизнь или на одну из сфер жизни. Здесь вы с чем-то уже сталкивались. Причем вы сталкивались, знаете, с какими-то, как внутренней болью, разочарованием. Когда вас кто-то подвел. Или какая-то была больная ситуация. Больная имеется в виду как и по отношениям. Или когда не было достигнуто какое-то взаимопонимание. И кто-то из прошлого к вам может так это зарулить, я бы сказала. И попробовать начать все сначала. Но
с прежними методами, мои дорогие. Вот не купитесь на какую-то прежнюю историю, если вы не видите, что либо человек поменялся, либо пусть это касается работы, и нет уже каких-то для вас, словно, знаете, капканов. Здесь вот, может быть, поэтому нам карта говорит, ты тут все просчитывай. И если касается людей, 20-й старший аркан дает конкретную подсказку, что проверяй, если человек сказал что-то, предложи ему составить какой-то документ или договор, именно юридически что-то заключить, чтобы для вас было больше конкретики, больше стабильности, чтобы вас буквально, может быть, закон охранял. Но если это какая-то, опять же, как больная ситуация или болезненное повторение прошлого, то тогда по этому аркану нам говорят, не соблазняйся этим, иди вперед. Но есть и такой тонкий нюанс. Вам какое-то очень важное решение придется принимать. Мудрое такое, Соломоново. Может быть, и какой-то нейтралитет я могу такое допустить, мои дорогие весы. Тоже кому-то из вас придется сохранять, потому что это между прошлым и будущим. И все же мы не должны, может быть, словно разрушить те взаимоотношения, которые могут быть продолжены. Или, скажем так, человек вам может быть чем-то полезен. И неважно, что это дружба, взаимоотношения по работе или какие-то контакты по работе, контакты с какими-то людьми, которые вы тоже знали прежде. Вот тут не надо все так, знаете, вот ломать, крушить. Но если вы видите какой-то подвох, то это не должно быть повторено, а определить, что же это. Либо это повторение какого-то прошлого минуса, или все же это перезагрузка, когда есть что еще взять с собой в будущее. Вот вы с этим будете определяться. Но эта карта нам говорит об избавлении от боли, избавлении от страданий. И когда нет никаких эмоций. Поэтому для вас это, знаете, время, когда вы можете какие-то очень грамотные выводы и решения принять в июне. И сделать это не на эмоциональном каком-то тупике, а когда вы более чем-то воодушевлены и полны сил и энергии, безусловно. На что же соглашаться? На что-то новое. Ну, карта говорит, что, безусловно, выход из какой-то патовой ситуации, затянувшейся ситуации, где-то я об этом только что сказала, он должен быть. Какая-то, может быть, тупиковая, вот как я часто говорю, Т-образный перекресток, словно ехали и приехали. И нам отсюда вот что или как было прежде, так не может быть продолжено. Мы с этого пункта должны выбрать словно либо направо, либо налево. А карта повешенного в этой колоде, она отличается от других карт. И если чаще мы видим человека на классических колодах, который себя перевернул, ему это необходимо, чтобы дать себе время подумать, увидеть с другого ракурса. А здесь у нас человек не перевернут, он сам держится за эту перекладину. Он словно проделал какую-то работу, и он ожидает удобного момента, нужного времени. И вот отсчитывают уже часы, последние минуты, последние какие-то этапы, что-то завершается. И карта нам говорит, пора. Вот на что соглашаться, старший аркан. Но вот эти параллели, на что вы согласитесь, а что вы оставите в прошлом, понятно, тут у каждого будет по-своему, тем более у каждого в своей сфере жизни. Вот эта сила, мои дорогие, при помощи высших сил, она должна быть как-то очень рационально применена, потому что доброе время июня, дальше будут меняться энергии, поэтому у нас есть возможность переформатировать свою жизнь, с чем-то определиться, на что-то решиться, что-то и оставить позади. И для нас это будет означать новое качество жизни. Но у нас должно хватить сил идти вперед, не поставить что-то на паузу, потому что я могу предположить, для кого-то, да, вот вроде есть рамки, но ведь все понятно, все привычно. И сознание нас может так это тянуть назад, в сторону привычки. Это великий шаблон. А здесь все то, что нам показали карты, это ни разу про какую-то привычку. А здесь перезагрузка от начала до конца. Чего опасаться?
Карта башня. Опасайтесь, как и что-то разрушить. Вот посмотрите, у вас много старших арканов, причем таких очень важных, которые для вас, с одной стороны, говорят, действительно, что-то из прошлого заканчивается. Но это может трансформироваться и перевестись на новый уровень. Вам могут быть даны какие-то новые возможности. Или, может быть, вы услышите предложение. Или время как-то сложится благополучно для решения чисто ваших вопросов. Значит, вы что-то завершите, и для вас открываются новые возможности. Или вы словно можете уже освободиться от какого-то гнета или от тех каких-то тем, уже вам неинтересных, когда вы тоже все расставите по местам, наведете какой-то порядок в своей жизни, чтобы идти дальше. Но по аркану башня мы должны не упустить времени. Так поэтому мы говорим, чего опасаться. С одной стороны, ведь разрушение, да, или как меняется внешняя какая-то история, может быть, это будет связано, иногда это бывает как получение информации, и может быть это связано со средствами массовой информации, когда вы слышите новость, и вы ее перекладываете на свою жизнь и то, что вы хотели осуществить. И для вас, может, для кого-то из вас, может быть, даже один, двое, но важно услышать, когда вы понимаете промедление, буквально смерти подобно. Мне нужно сейчас быстро что-то решить, принять вот это важное какое-то решение, но оно не лежит в плоскости того, как это делал раньше. По этой карте мы делаем что-то так, как нет вот у нас еще опыта, но для нас это совершенно необходимо. И это тоже где-то карта трансформации и возрождения. Поэтому вот эта трансформация, она должна быть как-то очень грамотно вами, мои дорогие весы, пройдена. И все карты говорят о том, что возможности есть, да, как 3 знака судьбы, посмотрите. Ну, как вы со всем этим распорядитесь, зависит от вас. Буду благодарна вашим комментариям. Мне очень интересно, много старших арканов. Не назову, что наш расклад простой, мои дорогие весы, это правда. Но какая же тут ситуация? Пока сложно даже предположить, я лишь читаю карты. Поэтому, если вы найдете минутку в конце июня, напишите, что для вас был месяц июнь. Я вам буду благодарна. Перекладывайте на себя. Я вас люблю искренне. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.